В предыдущем видео Dream, один из сильных и ныне популярных спидранеров по Майнкрафту, решил вызвать на дуэль какого-то фиолетового позера Шорсера, который возомлял себя самым лучшим игроком, сравнивая себя с Техноблейдом. Но связь со своим низким интеллектом, он решил поставить ставку $100 000, и Dream, не задумываясь, принял его предложение. В первой игре Dream доказал свою силу в PvP, умудрившись даже опозорить Даквайса на весь интернет. Однако в дуэли навыках он лишь отчетливо показал, что кроме как биться мечами, он умеет лишь максимально быстро строить пиписьки. С равным счетом в этих двух играх было решено устроить Manhunt, который окончательно решил бы, кто из этих обоих самый профессиональный майнкрафтер, который заберет с собой $100 000 чисто зеленых долларов. Спустя несколько нетерпеливых недель ожиданий, 18 июня в 10 часов вечера по МСК на канале Дрима выходит премьера с финальной дуэли Дрима и Даквайса, на которой сидело около 100 000 зрителей. Даже на фальшивой дуэли, сделанной фанатами, далеко не было столько смотрящих. И всем привет, с вами Лолок, и это финальный разбор конфликта между Дримом и Даквайсом. Рекомендую вам посмотреть прошлую часть, чтобы вы точно разобрались в том, что тут происходит. Не будем тянуть начало, приятного просмотра. В прошлый раз мы остановились на том, что Dream проиграл в дуэли навыков, победив лишь в 3 испытаниях из 9 сыгранных. Поэтому будет проведен Manhunt, в котором будет решен окончательный победитель. На протяжении месяца никаких новых новостей или каких-нибудь шорсов на эту тему не было. Dream, конечно, 2 июня выложил ролик на своем канале, но не был никак связан с Даквайсом. Однако 5 июня от Даквайса появляются первые новости о Манханте, а именно то, что Dream пытается переписать контракт. Dream пытается избежать Манханта на $100 000. Мы с Dream договорились устроить дуэль до 3 побед. В первой PvP дуэли Dream победил, но я выиграл в дуэли навыков. Так что раз у нас ничья, то мы должны провести Manhunt, и тот, кто выиграет, получит $100 000. Но сейчас Dream пытается переписать контракт. Около месяца назад мы решили, что если нам понадобится решающий раунд в виде Manhunt, то Dream будет спидранером, а я охотником. Мы также договорились, что если я убью Dream в первые 10 минут начала Manhunt, то мы бы просто не засчитали и начали бы заново. Мы это сделали, потому что хотели, чтобы Manhunt получился максимально интересным. И если бы Dream так быстро бы умер, то видео бы получилось очень скучным. Мы также хотели, чтобы эта механика сделала игру более справедливой. Потому что в Манханте я охотник и получаю бесконечность возрождений. А Dream получает лишь одну жизнь, потому что он проходит Майнкрафт. В любом случае, сейчас Dream пытается переписать контракт. Он хочет сделать так, чтобы мы начали все заново, если я убью до того, как он зайдет в ад. Послушай, Dream, я понимаю, что ты боишься сражаться со мной, но хватит пытаться изменить контракт, с которым мы изначально договаривались, и давай все-таки устроим Манхант. Также 13 июня он попытался разоблачить Дрима, что его Манханта типа постанова, что его друзья специально не убивают, когда это возможно, а он типа не его друг, вообще на деньги играет, и поэтому, когда он убьет его полностью, он докажет всем, что Дрим не профессиональный игрок и так далее. Спустя день Дрим отвечает на второй ролик Даквайса, где говорит, что Манхант будет проведен сегодня. Дрим поделывает Манханты, и прямо сейчас я докажу это. Окей, что ж, мы сегодня записываем Манхант, так что давай-ка мы проверим твои слова. Закончим с этими трэш-токами, с этими мемами. Удачи, Даквайс. Надеюсь, ты подготовился. То есть 14 июня по итогу был проведен Manhunt, и нужно было лишь дождаться, когда он будет смонтирован и опубликован на канале. После дня проведения Манханта Даквайс, как обычно, публиковал типичные для его тиктока постановочные ролики, при этом не сказав ничего про то, что был проведен Манхант, как он это сделал после PvP дуэли. 18 июня Dream анонсирует Манхант в сообществе канала, ставит достаточно интересный скрин с участием Даквайса, а также публикует шорт с обрывка данного Манханта. Сам же Манхант появляется на канале Дрима в виде премьеры, которая состоялась в 22 час по московскому времени. Наступает время, когда Манхант начинается. После удара Дрима по Даквайсу он побежал в сторону Бледного леса. Пробегая возле глубокой пещеры, Дрим вытолкнул туда Даквайса, тем самым убив его. После того, как Даквайс прибежал обратно, он попытался точно так же убить Дрима, но Дрим по итогу удачно приземляется в воду. Попытавшись обыскать пещеру, Дрим нашел спавнер монстров и даже шахту, в котором он повторно убил Даквайса, загнав его в небольшую ловушку. Обыскав всю шахту и скрафтив необходимые предметы, Дрим начал дальше исследовать пещеру и нашел странную постройку от Даквайса, которая предположительно являлась ловушкой. Во время добычи ресурсов из-за звуков появляется Варден, и в этот момент Дрим решает залезть на ту постройку с кроватью, чтобы сломать ее. Но когда он уже залезает, у кровати из-за смерти сразу же появляется Даквайс, который пытается столкнуть Дрима в лаву. Однако сейчас в мире была ночь, и Дрим ложился на кровать во время падения. И спустя 3 неудачных попытки Дрим ломает кровать Даквайса и спокойно убегает. Добыв побольше алмазов и обсидиана, он начинает строительство новой ловушки, в которую Даквайс удачно попадает.
Эта ловушка стала точно так же мемом, как тот случай с литрами в PvP дуэли. Спустя несколько минут издевательств и крафтов необходимых предметов, Дрим решает покинуть пещеру, оставив Деквайса одного. Однако, когда он уже был у выхода, Деквайс успевает выбраться с ловушки и перебежать к Дриму. С небольшим хп и Деквайсом сзади, Дрим с большой высоты прыгает в реку и плывает на ранее скрафченной лодке. А так как эта лодка еще и с сундуком, Деквайс не может на нее сесть. Однако, подобные лодки медленнее обычных, и из-за этого Деквайс начинает догонять Дрима. Приближаясь к берегу, Деквайс решил забрать лодку, на котором плыл Дрим, а после он просто уплыл непонятно куда. После того, как Дрим залутал сундук рядом со сломанным порталом и пожарил еду, Деквайс решился на него напасть. Но Дрим сразу убежал, и сев на еще одну лодку с сундуком, он поплыл дальше. По дороге он залутал несколько затонувших кораблей. Однако, при лутании второго сундука, Деквайс прижал Дрима и попытался его убить. Но даже с отравления от рыбы фугу он выбирается и выживает. Вместо того, чтобы дальше пвпшиться в воде, Дрим решает спуститься в водяную пещеру. И с большим удивлением он там находит крепость Края. Убив пару раз Деквайса и найдя раму Края, он прямо перед ним построил портал в ад с помощью рядом находящейся лавы. Зайдя в него, он сразу же находит бастион, который он спокойно лутает и все найденное золото продает пиглинам. Спустя долгое время Деквайс наконец добегает до бастиона, ворует зелье огнестойкости у этих же пиглинов и прыгает в лаву. О, ну, ты мертв. О нет, я сейчас умру, о боже! Ты выпил зелье огнестойкости? Я украл его у тебя. Осознав это, Дрим решает прыгнуть за ним. Однако PvP не получилось особо удачным, и Деквайсу удается убежать. Поэтому Дрим начал лутать око эндеров. Но Деквайс активно мешал этому процессу, и Дриму не удавалось его толком убить. Дрим несколько раз оказался на грани окончания игры, но он умудрялся после этого выжить и идти дальше. Во время беготни от Деквайса, неудачных попыток его убить и добычи глаз эндерменов, Дрим находит адскую крепость, которая начинает активно строиться. Несмотря на то, что Деквайс во время этого чуть не столкнул его в лаву, ему все-таки удается попасть внутрь и добыть несколько стержней. К этому времени наконец-то добивается смерти Деквайса. Собрав достаточное количество эфритовых палочек, по дороге обратно он встречает кучу эндерменов. А Деквайс при повторном лутании ресов находит в шахте кучу алмазов. Дрим, нигде не записав координаты, спустя недлительное время возвращается обратно к порталу. Оказавшись снова в обычном мире, Деквайс нападает на Дрима с полным сетом алмазной брони. Когда Дрим все-таки открыл портал в Энд, Деквайс сразу прыгнул в него. Но Дрим решил не спешить с тем, чтобы прыгать за ним. То есть по итогу Деквайс застрял в Энди, и у Дрима было неограниченное время, чтобы подготовиться к битве с драконом. Дриму сначала пришла идея обследовать крепость, но он быстро осознал, что если он дальше будет медлить, то Деквайс успеет подготовиться к его приходу. Спустя некоторое время Дрим все-таки решает прыгнуть в портал и первым делом встречает Деквайса, пытающийся его убить. Хоть ему и удается столкнуть Дрима в бездну, благодаря Эндерперлу Дрим хоть и остается с полу хп, но выживает. Без особых проблем Дрим начинает ломать все кристаллы. В этом даже частично помог Деквайс. Но в один момент у Дрима остается пол хп, а вся еда закончилась. До этого он думал, что у него была свинина в инвентаре, но, видимо, Дрим ошибся с расчетами. Все кристаллы были сломаны, и зеленый спидранер начал добивать дракона с помощью лука. Дрим пытается подняться как можно выше, чтобы Деквайс его не достал и чтобы было легче убить дракона. А Деквайс пытается собрать побольше эндерперлов из эндерменов, чтобы окончательно добить Дрима и забрать 100 тысяч долларов. Когда Дриму осталось совершить несколько ударов по дракону, Деквайсу все-таки удается тпхнуться к нему. И единственное решение, что делать дальше, это прыгать. Прямо сейчас Дрим максимально близок к победе. Взяв ведро воды, он максимально сильно подготовился к совершению ватердропа. Но одна не вовремя нажатая кнопка и 100 тысяч уйдут Деквайсу. И Дрим совершает удачный ватердроп, добегает до дракона, пока он не улетел, и добивает его топором. Тем самым Дрим победил в Мэнханте, как и в целом в данной дуэли, и этим он выиграл 100 тысяч долларов от Деквайса. После Мэнханта, а если точнее в дополнительном видео на втором канале, Дрим с Деквайсом начали обсуждение по поводу всей этой дуэли. И Дрим начал хвалить Деквайса, говоря, что он до конца верил в себя, что он действительно опытный игрок, и то, что Деквайс достаточно сообразителен. Я думаю, что ты очень скилловый, ты как будто реально хороший игрок Майнкрафта. Я считаю, что играть против разных людей это всегда по-разному. Я играл со множеством разных людей в Мэнхант, и мне кажется, что все, с кем ты играешь, абсолютно разные. И добавление новых людей это не просто улучшение их количества. Мне кажется, что в каждом новом игроке самое важное это его навыки и то, чем они хороши. Потому что в чистом PvP или в чистом энханте или что-то в этом роде, когда 5 человек идет против 4, то это не такая большая разница. Кажется, я уже говорил об этом, и ты мне рассказывал, что у тебя был подобный опыт, когда ты снимал подобные видео.
И тип количества игроков не самое важное, но когда уже дело доходит до других вещей, то тогда разница будет критически большая. Например, они могут разделиться. Одни пойдут добывать руду, а другие собирать ресы. Я думаю, что твой самый большой навык — это сообразительность. Ты очень умен. Тип, когда ты сделал ту самую ловушку с кроватью в начале, это могло бы сработать. Это не сработало, но это могло бы сработать. Я имею в виду, что это сработало. Это сработало. Я не думал, что... Я не знаю, как это объяснить. Я просто подумал, окей, я сломаю эту кровать. Я не думал, что ты попытаешься убить себя и потом попытаться столкнуть меня в лаву. Это было очень умно. Я думал, господи, я чуть не умер. Я был на грани, если бы ты ударил бы меня еще один раз, я мог бы проиграть. Также он поздравил Даквайса с победой в дуэли навыков и даже попросил зрителей подписаться на него, чтобы Даквайсу стало лучше после проигрыша. Вот если смотреть на это все, на все эти поединки и на его подход к Мэнханту, то может Даквайс не так уж и плох в Майнкрафте и у него действительно неплохой скилл. Хоть он и проиграл дуэль, он доказал всем, что несмотря на эти постановочные ролики, он действительно умеет хорошо играть, не хуже Дрима. После окончания дуэли Даквайс, как обычно, начал снимать новые тиктоки. Однако тоже были нетипичные для него постановы с использованием медийных личностей, и он действительно стал снимать что-то интересное. Даже несмотря на потерю денег, он в новых роликах много улыбался и смеялся. А Дрим начал жестко тратить все выигранные деньги с дуэли. Но еще он создал сайт, где мы сами можем воспользоваться деньгами Даквайса. Когда я уже закончил озвучку над видео, на канале Даквайса вышел новый ролик с Дримом, в котором они выполняли мега охуенные трюки вместе. Так что если не учитывая тот факт, что этот конфликт скорее всего постанова, то благодаря этой дуэли они стали хорошими друзьями. Вот как-то так и завершилась вся эта трехмесячная дуэль между двумя медийными личностями, благодаря которому интернет снова вспомнил о Дриме, а Даквайс, несмотря на проигрыш, показал всем, что не такая бездарность, как все думали на первый взгляд. Очень попрошу поддержать ролик активностью и подписаться на канал, чтобы поскорее добить 100 тысяч подписчиков. Ну а также подписывайтесь на мой телеграм, там всякие новости о канале и обо мне самом. Ну а с вами был Олок, всем пока.